Всем привет! Мы сегодня находимся в Сигулде, сегодня будем гулять по этому замечательному городу в Латвии. В этом городе найдется развлечение и для взрослых, и для детей, но прежде всего сюда едут ради природы. Большинство людей, кто приезжает в Латвию, первым делом посещают Ригу и Юрмалу, но не каждый доезжает до Сигулды. А зря, ведь Сигулда – это настоящая жемчужина Латвии. Похожие пейзажи на Юрмалу вы можете увидеть практически вдоль всего побережья Балтийского моря, и в Калининграде, и в Сопоте, и в Паланге, и на Узедоме. А Сигулда такая одна. Обычно сюда приезжают осенью, чтобы насладиться всей палитрой осенних красок, но и летом Сигулда тоже прекрасна. Я для вас собрала материал и с летней Сигулды, и с осенней, так что устраивайтесь поудобнее и погнали, вернее поплыли, потому что Сигулду нужно изучать не спеша. Этот город называют латвийской Швейцарией, и не зря. Здесь замки, безумно красивые пейзажи, экстрим и куча локаций для идеальных фото. Наша первая остановка – Сигулдский замок. Он стоит тут с 13 века и до сих пор выглядит так, будто сейчас из-за стены выйдет рыцарь с мечом и щитом. А вы знаете, что это такое? Ну, можно и так сказать. А что? Обязательно поднимитесь на башню. Оттуда открывается шикарный вид на долину реки Гауя, а также на Турицкий замок, к которому мы еще с вами сегодня вернемся. Если вам не лень подниматься, то 75 ступенек до самого верха, и можно любоваться красивой панорамой. Ну, даже не знаю. Он за деревом, блин. Его почти не видно. Турицкий замок. Вон он там. Если немножко затаить дыхание и просто вот прислониться вот так вот, то чувствуешь, как эта конструкция шатается вправо-влево, вправо-влево. Класс. Рядом с Сигулдским замком расположена новая усадьба, или ее еще называют Новым замком, где можно насладиться атмосферой 19 века. Здесь ремесленные мастера предлагают свою продукцию в небольших сувенирных лавках. А еще это место послужит вам отличной фотозоной. В одном из помещений этого комплекса есть место, где расположены костюмы 19 века. Кто хочет, может перевоплотиться и сделать фотосессию в подходящем антураже. Мне осталось только снять очки, и я дама 19 века. Ой, смотри, это как будто бы детские эти куколки, которые вырезаешь, а потом наряжаешь их. Обалдеть. Для любителей активных развлечений в Сигулде имеется целых два веревочных парка – Межа Каттис и Тарзан. Мы сейчас находимся во втором. Здесь предлагаются развлечения для больших и маленьких. И мое самое любимое – это родольная трасса, с вершины которой, кстати, открывается открыточный вид на Гаую. Вот это вот аттракцион, как он называется, Ротелес, бобслей на рельсах, включает в себя еще также подъем обратно на точку назначения, так сказать, на гору. Поэтому можно сказать, что это два аттракциона в одном. Стоит это удовольствие 4 евро на ребенка и 5 евро на взрослого человека. Причем, если у вас есть маленький ребенок, который ростом до 115 сантиметров, то он может ехать вместе с вами на одном взрослом билете.
А если вам хочется экстрима на максималках, то добро пожаловать в Sigulda Adventures. Здесь можно испытать на себе банджи-джампинг или горизонтальный зиплайн, между прочим, единственный в своем роде, где вы словно птица или самолет на большой скорости пролетите над верхушками деревьев. Но это удовольствие не из дешевых и нужно бронировать заранее. А из бюджетного экстрима можете покататься на чертовом колесе, которому лет, наверное, больше, чем мне. Но оно до сих пор исправно работает. Чем вам не экстрим? Вот такое вот старенькое колесико. Мы сейчас идем спускается вниз уже. Во, мы сейчас на самом верху находимся. Красота, лепота. В общем, кабинки здесь открытые. Защищает нас просто вот эта вот цепочка. Причем у нас тут явный перевес в одну сторону. Как бы мы ни группировались, у нас не получается сесть равномерно. Кто-то все время перевешивает. Обычно это я почему-то. А сейчас мы с вами отправимся в путешествие к Турейтскому замку. Для этого нам нужно будет перейти на ту сторону реки, и мы это сделаем с помощью фуникулера. В этот раз удалось купить билетик с самого утра в 10:30. Это, правда, не первый, а второй уже будет спуск на ту сторону. И хочу заметить, что нам очень повезло. У нас народу практически нет. Мы, можно сказать, наша компания одни поедем. Почему? Во-первых, понедельник, самое утро, как бы это не самое такое туристическое время. Во-вторых, сейчас лето, а летом все-таки больше людей предпочитают отдыхать на море, а не здесь. А сюда все едут осенью, когда на море холодно, зато здесь все очень красиво. Вагончик внутри украшен цветами, а под ногами волшебный вид. На той стороне уже Кримулда. Отсюда начинается наш поход до Турейды. Впереди нам встретятся руины Кримулдского замка, несколько сотен ступенек, всякие представители фауны, включая комаров, и пещера Гутмана, откуда я начну романтичную, но печальную историю о Турейтской розе. Присаживайтесь поудобнее и слушайте. В 1601 году здесь находился Ливонский орден, и этот Ливонский орден был разгромлен в Швеции шведскими солдатами. Когда битва закончилась, шведский граф нашел маленькую девочку, которая осталась сиротой. Он забрал ее к себе в Турейтский замок и воспитал как родную. Девочку назвали Майей, в честь месяца, в который она была найдена. Спустя годы она выросла в очаровательную девушку. За ее красоту местные прозвали ее Турейтской розой. Девушка была помолвлена за садовником Виктором, который проживал в Сигулдском замке неподалеку. Каждый вечер они встречались у пещеры Гутмана у подножия холма. Это было их тайное место любви. Но однажды слухи о ее красоте дошли до наемного солдата по имени Адам. Он задумал похитить Майю. Обманом он заманил ее к пещере, и когда Майя встретила в пещере не Виктора, а Адама, поняла, что ее обманули. Чтобы сохранить свою честь и любовь к Виктору, она предложила Адаму платок, который, по ее словам, был волшебным и защищал от оружия. Адам сначала не поверил, но девушка предложила его испытать на себе. Тогда Адам ударил Майю мечом, и та бездыханно упала на землю. Майя погибла, но не предала свою любовь. Виктор похоронил ее, и с тех пор это место стало символом верности и чистой любви. Каждый год сюда приходят влюбленные, чтобы оставить цветы у памятника Майи и загадать свое романтическое желание. Вот такая вот история этого места. Мы продолжаем путь к Турейскому замку по тропинкам, по ступенькам, по полям и по оврагам. На самом деле не надо бояться сюда приходить, потому что
Здесь заблудиться не так уж и легко. Тут везде стоят указатели. Если устали, можно присесть на скамеечку, которые тоже периодически тут встречаются. 1,5 часа хайкинга, и мы дошли наконец до Турецкого замка. Сейчас пойдем покупать билеты. Все, купили билеты. Это нам обошлось 8 евро на человека. На ребенка, на пенсионеров есть скидки. И билет включает в себя не только посещение замка, но вообще всего вот этого вот паркового комплекса, включая даже музей камней, как я его называю. На самом деле это музей, который посвящен дайнам латвийским, и они выкованы в камнях. Мы их потом с вами тоже увидим. И вот мы попадаем на территорию заповедника, на которую у вас ушло бы несколько часов, но я вам все покажу за несколько минут. Это Турецкая церковь 1750 года, старейшая из сохранившихся деревянных церквей Видземы. Рядом находится музей, где вы узнаете об укладе быта тех лет, а также об истории происхождения латышского языка. А если свернуть по дорожке вверх, то мы попадаем в парк народных песен и на гору Дайн, на которой сооружены 26 скульптур, выкованных из камня, посвященные латышским народным песням. Они выражают поэзию, основанную на общечеловеческих ценностях, любви и чести, сосуществовании с окружающей средой, заботе о близких, народе и природе. И вот он, Турецкий замок, которым мы любовались с обзорных площадок, который сначала казался так далеко, но на самом деле очень близко. Турецкий замок был построен в начале XIII века Ливонским орденом. Он на протяжении веков служил и крепостью, и резиденцией. Сегодня Турецкий замок – это не просто исторический памятник, а целое путешествие во времени. Из комнаты снизу доносятся какие-то пугающие звуки. Но они так привлекают, обязательно нужно туда заглянуть. Смотрите, вот эта вот штука уже интригует. Там, наверное, какая-нибудь тюрьма. Это же пыточная. Поднимитесь на башню, с высоты открывается самый захватывающий вид на долину. На территории замка работает музей, где можно узнать об жизни рыцарей и старинных ремеслах. А для тех, кто захочет почувствовать себя настоящим лучником, здесь есть отдельная зона, где можно пострелять из лука. Советую приезжать сюда утром. Туристов меньше, и можно спокойно насладиться атмосферой и сделать идеальные кадры без лишней суеты. Турецкий замок – это не просто место на карте, это живая история, которая оживает на глазах. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а мы поехали дальше. До следующего видео. Пока! А? Тут жуки есть. О, сейчас, да, нужные жуки. Робот-газонокосилка. А у него хоть какие-то глаза есть? Не Ведь знаю. мне кажется, нет.